Итак, здорово, ребятки! Сегодня покажу вам очень классный эффектный фокус с картами, ну а потом, конечно же, обучу. Но для начала хотел бы вам рассказать очень классную новость. Как я думаю, вы знаете, я сотрудничаю очень хорошо с сайтом MyMentalism, потому что они по ментализму просто лучшие. И, короче говоря, я предложил им акцию. Что если мы возьмем и сделаем что-то очень крутое только для моих подписчиков? Вот Only Best Focus 777 Subscribers. И они сказали, классная идея, давай такое сделаем. И, короче говоря, они организовали только для моего канала супер акцию, которая очень выгодная. По ссылке в описании вы сможете купить 3 книги, которые по отдельности, если их покупать, то их общая сумма выйдет где-то так вот более 1000. Если покупать их сразу 3 вместе, то это супер 350 рублей. Короче говоря, если вы хотели, либо хотите, либо захотите ближайшие 3 дня, только 3 дня, заняться ментализмом, то это просто шикарнейший старт для этого. Поэтому ссылочка в описании. Это ни в коем случае не реклама. Вот серьезно. Мне не платили за это ни копейки. Это просто вот так вот мы решили вместе собраться, скооперироваться и сделать очень классную акцию Only Best Focus 777 подписчики. Вот так вот. Короче говоря, теперь давайте мы перейдем к фокусу. Фокус супер взрывательный. Для этого фокуса нам понадобится 1, 2, 3 и 4 карты. Только 4 карты. Эта колода, короче, очень редкая. Madison Rounders Private Reserve. В конце видео где-то вот здесь, вот в одном из уголочков, вылезет обучалочка. Либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Обучалочка на вот эту колоду. Короче, обзорчик. Итак, у нас есть вот такие 4 карты. Давайте сейчас мы на них зафокусируемся. Чик-чик, все хорошо. И у нас есть первая карта, это десяточка пик. Если мы спросим у зрителя, а вот зритель, скажи, где наша десятка пик? И он нам скажет, она под низом. И он будет прав, она действительно внизу. Если мы сейчас возьмем, переведем эту карту наверх колоды, и мы спросим, дорогой зритель, скажи, где же наша карта? А он скажет, она у нас вверху. И он будет прав, эта карта действительно, она у нас находится вверху. Но если мы сейчас возьмем эту карту, уберем под низ, сейчас начнется чудо, мы щелкаем пальчиком, и эта карта будет сверху. Если мы эту карту засунем куда-нибудь в центр, щелкнем пальчиком, и она у нас будет сверху. Если мы ее берем в сторону, она у нас будет сверху. Если мы уберем ее под низ, эта карта будет сверху. Если мы уберем еще раз под низ, то эта карта будет еще раз сверху. Уберем в сторону, и она будет все равно сверху. Короче говоря, очень классная тема, мне как нравится. 4 десятки подготовил такой, да, думает зритель. Но не тут-то было. Мы щелкаем пальчиком, и первая карта у нас троечка. Вторая карта у нас троечка. Третья карта у нас троечка. Ну и, конечно же, четвертая карта, вот она у нас, тоже троечка. У нас в итоге есть 1, 2, 3 и 4 тройки. Но если я щелкну пальчиком, то первая карта у нас оказывается вот такой вот король. Теперь еще один король. Ну и типа еще по одному королю мы взяли и добавили. Вот такой вот сногсшибательный просто фокус. Суперский, классный, обалденный. И, конечно же, поставьте лайк. Вот прямо сейчас. Вот не ставя на паузу видосик, вот прямо сейчас берете и ставите. Вот сейчас вот лайк. И плюс еще, кто не в курсе, то я первый день отвечаю прям вообще вот очень хорошо на комментарии под этим видео. Вот первый день вообще прям вот чуть ли не на каждый комментарий. Вот так. Ставите лайк вот прямо сейчас. Поехали обучаться. Конечно же, еще в конце видео будут топ-советы, которые позволят вам этот фокус просто показать шедеврально. Топ-советы, если вы хотите стать топ-фокусником, конечно же, смотрите эти топ-советы, вообще классная тема. Ну а мы давайте-ка обучимся. Для этого фокуса вам понадобится вот такие вот 2 короля, троечка, к примеру, красная, десяточка, например, черная, и плюс еще для эффектности вот такие вот 2 короля. Вы их кладете под низ колоды. Что вы делаете с вот этими картами? Вы должны их укомплектовать. Например, я взял черную карту, 2 короля и еще одну красную карту. Но изначально я их укомплектовываю вот так вот. Потому что у нас есть черная карта. Когда мы будем слистывать по одной карте, у нас эта карта будет, получается, черная. И первая по схеме мы будем полностью все показывать именно с вот этой картой. Поэтому, если вы хотите, например, начать с красной, то у вас должна изначально вот такая вот укомплектовка быть. Почему я использую черную карту? Но это как бы первый такой топ-совет, потому что, как мы знаем, что черная у нас это
ничего. У нас ничего, оно такого сверхкрутого ассоциативного не вызывает, и мы привыкаем к черному очень быстро. И потом, когда у нас вдруг появляется вторая карта красная, это просто супер эффект, потому что вот этот контраст нереально круто, нереально эффектно. И что мы делаем? Мы берем вот так вот это все укомплектовываем, кидаем сверху, например, и показываем там зрителю колоду, она самая обыкновенная, показали карты, все четенько, сделали какую-нибудь там ложную тасовочку, и говорите, что нам понадобится для этого фокуса 4 карты. И начинаете скидывать. 10, король, король и еще одна троечка. Все. У нас, получается, есть 4 карты. Что мы делаем? Показываем зрителю десятку. Десяточка есть, все хорошо. Мы спрашиваем у него, начинаем с ним так играть. Вот типа, где десятка? Он нам говорит, она под низом. Пожалуйста, она под низом, все хорошо, ты молодец, выиграл. Теперь, что мы делаем? Мы делаем Elmsley Count. Это ложный счет такой специальный. Я вот искренне вот говорю, постараюсь не забыть вот сюда вот сделать, или вот сюда вот обучалочку на это движение, на целых аж 2 версии. И очень важно, если вот здесь в конце видео не заметили иконочку на Elmsley Count, либо вот здесь, либо вот здесь, либо вот здесь, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Вот очень нужно, потому что бывает такое, что как-то оно не сохраняется. Очень вас прошу, напишите в комментах, если не увидите Elmsley Count. Это обязательно. Что мы делаем? Мы делаем такое движение, как Elmsley Count. Как этот счет делается? Мы берем, отсчитываем одну карту, после чего вот здесь мы отсчитываем 2 карты, получается 2 короля наших уходят, 2 карты, эту карту мы кладем под низ, вот это все мы берем сверху 2 карты и потом раз, 2. Получается у нас десяточка уже будет на второй позиции, то что нам необходимо, троечка сверху и 2 короля снизу. Это все делается очень просто. Самое главное это научиться делать Elmsley Count очень так грамотно. Раз, 2, 3, 4. Но мы сделали нашу такую не очень довольно-таки сложную манипуляцию. Elmsley Count. Обязательно учите, очень важная техника. Это такой топ-совет. Теперь что мы делаем? Мы берем, подснимаем double, то бишь 2 карты. Мы берем и показываем то, что у нас есть карта сверху. Мы спрашиваем у зрителя, вот где сейчас десятка, как ты думаешь? Он говорит, ну я думаю сверху. И вы переворачиваете дабл, то бишь 2 карты, вы показываете ему эту десяточку, и он такой удивленно говорит, ну да, что тут такого крутого. Но так как вы подсняли дабл, получится сверху уже троечка. И когда вы берете вот эту троечку, кладете под низ и потом переворачиваете вдруг десяточку, зритель уже немножечко, так скажем, обалдевает. Потому что очень эффектно, то есть вы берете и вроде положили ее под низ, но тут вдруг она оказывается сверху. Но зритель тоже не знает, что у нас будет дальше происходить. А дальше будет происходить просто жесть полная. Что мы делаем? Мы сейчас берем, у нас уже десяточка сверху, по схеме. Схема очень сложная, но самое главное ее запомнить. Мы берем вот эту десяточку, кладем вот так вот на 3-ю позицию. Именно на 3-ю. И далее это все задвигаем. После чего мы берем мизинчиком, например, отсчитываем одну карту. И все вот это, все 3 карты переворачиваем. И будто бы мы ее положили в центр, и будто бы мы перевернули верхнюю карту. Очень важно переворачивать вот эти 3 карты очень быстро, чтобы зритель ни в коем случае не заметил то, что вы целых аж 3 карты переворачиваете. Вы взяли вот так, перевернули очень быстренько, и все, будто бы вы верхнюю карту перевернули, а вы-то переворачиваете целых аж 3 карты. Тоже очень важный совет. Делать это все быстро. Раз, 2. Первую карту вы откидываете в сторону, после чего переворачиваете еще раз. Вот эту карту, верхнюю, вы кладете под низ, переворачиваете, то есть до этого я переворачивал дабл, карту под низ, переворачиваем одну карту, теперь очень важно, переворачиваете эту карту, дабл подснимаете, под низ кладете, все подровняли и еще дабл подснимаете. Вот это очень тяжело в схеме запоминается, но поверьте мне, 10, 15, 20 раз повторили подряд этот фокус, и вы запомните схему точно. Вот далее мы берем карту, скидываем сюда и еще разочек показываем нашу десяточку. И теперь давайте-ка мы пройдем вот прям вот все от начала и до конца, как это все будет. Первое это движение дабл. Мы берем и подснимаем самый настоящий дабл. Показываем то, что у нас карта сверху. Переворачиваем дабл. И вот эту карту кладем под низ. Переворачиваем одну карту. Когда перевернули одну карту, что мы делаем? Кладем ее на 3-ю позицию и задвигаем.
После чего, очень важно, переворачиваем быстренько 3 карты. Первую карту откидываем. Переворачиваем 2 карты. Переворачиваем обратно. И теперь вот эту карту под низ. Переворачиваем одну карту. Одну карту перевернули, теперь опять переворачиваем ее, подснимаем дабл, кладем под низ, подровняли и еще дабл подснимаем. Теперь еще дабл переворачиваем и теперь одну карту убираем сюда. И теперь спокойно переворачиваем десятку. Это очень тяжело. Вот это самое тяжелое, что можно здесь вообще в фокусе такое вот вывести. Но самое главное, запомните, что да как. Я вот перед этим рассказал медленно, теперь рассказал быстро. Повторяйте за мной, и у вас все получится. Теперь что вы делаете? Вот эту карту вы переворачиваете, но только вы должны перевернуть так, что в конце она будет внизу. Я, например, это делаю так. Вот у нас есть десятка, потом беру ее, на пальцы кладу вот сюда. Эту карту я приподнимаю, только не так, чтобы зритель ее увидел. Приподнимаю эту карту, она у меня так падает, и я собираю эти 2 карты вместе. Что мы делаем далее? Берем вот эти вот 2 карты и кладем сверху. Теперь у нас вот такой вот порядок получается. Король, король, 3, 10. Далее мы делаем, будто бы у нас все тройки. Как это делается? Мы берем, подснимаем 3 карты сразу же, мгновенно. Мизинчиком одну карту отсчитали, перевернули 3 карты. И говорите, первая карта у нас 3. Берете одну карту. После чего вы подснимаете еще 2 карты. Показываете, что вторая карта, будто бы у вас троечка. Третью карту показали. И потом, вот очень важно, вы берете из-под низу одну карту, достаете нашу десятку. И резко выхватываете тройку. Очень важно, это делать резко. То есть вы берете, показываете третью карту. И потом вот так переворачиваете, говорите. И вот у нас типа третья карта уже троечка. Итак, еще разочек берем, запоминаем последовательность. Король, король, 3, 10. 3 карты подсняли, верхнюю карту взяли в руку. Еще 2 карты подсняли, еще одну карту взяли в руку. Третью карту подснимаем, переворачиваем и сразу одну снизу мы забираем карту, а сверху мы сразу переворачиваем. Если это делать быстро, то, поверьте мне, очень это все круто будет выглядеть. У нас есть первая карта, вторая карта, типа вот третья карта, а потом бац, и показываем типа четвертая карта. И кладем эту карту под низ. Далее, что мы делаем? Мы показываем зрителю, у нас есть тройка, и теперь еще вот совет обязательно. Быстренько слистывать сверху. Вот так вот. То есть, чтобы зритель не успел увидеть того, что вы показываете нижнюю карту, а слистываете верхнюю карту. То есть, вы показываете первая троечка, вторая, третья там, и четвертая троечка тоже имеется. Еще разочек. Вот прям вообще, чтобы все было ясненько. Показываем тройку. Сверху слистываем. Сверху слистываем. Сверху слистываем. Очень быстро делаем, очень уверенно, и зрители не заметят этого. Теперь что у нас получается? Вот такая последовательность. Король, король, 10 и 3. Что нам теперь делать? Вы берете, вот так вот пальчики делаете на правой руке. Средний и большой. Лайк и... Вот так вы берете за уголочки вот эти карты. Получается для меня верхний правый угол и нижний правый. В левую же руку вы 2 пальчиками, вот этим вот и вот этим вот, ну лучше, конечно, всей ручкой, стягиваете 2 карты. Одну сверху, одну снизу. И у вас получается вот здесь вот дабл образовывается. Это у нас король и десятка. Еще разочек берем, стягиваем и переворачиваем. Очень важно еще и здесь это все быстро делать, так чтобы зритель не обращал внимания на масти. То есть мы взяли одного короля, показали. В следующий раз мы делаем точно такую же махинацию. Но только не 2 карты снимаем, а одну сверху мы подсняли, а снизу у нас уже дабл образовался таким же образом. Вторую карту подсняли. Можно, конечно, еще и следующую также показать очень быстро, ну и последнюю вот так. Либо же в конце, когда у нас 2 карты остается, говорите, вот мы еще по 2 короля скидываем. Как же это делать быстро? Понятное дело, тренироваться. Уголочки схватили, взяли, подсняли, показали. Ну, у нас есть первый король, второй король есть. Вот взяли, показали, и еще давайте возьмем там по королю. И все. Очень все быстро, очень все эффектно. Но как бы теперь вот это все нам дать проверить? И теперь вот супер топ совет. Вы берете это все, быстренько кидаете на колоду, подровняли. И после чего делаете вот такое вот резкое проявление. У вас получается 2 внизу короля и 2 вверху. Что вы делаете? Вы берете и резким движением вот так вот
Раз и два. И показали 4 короля. Типа, не, ну все честно, вот посмотри. Кидаете зрителю эти 4 короля, а потом резко Чарли Кат, хоба, и у нас уже те две карты, которые мы использовали, они в центре. И зритель такой смотрит, а ну дай-ка я посмотрю наверху, ага, не те карты. А внизу, ах, да тоже, ну да, прикольно, окей, обалдеть. И все. Еще разочек, как же это быстренько проявление делается? У вас два короля вверху, те, которые вы демонстрировали зрителю, и два короля внизу. Берете пальчики, ручки вот так вот. Тут у нас есть пальчики тут. Сильно сжимаете и резким движением вырываете две карты. Одну сверху, вторую снизу. Здесь то же самое. Опа, и все, показали. Здесь у нас есть два короля, и здесь два короля. Все честненько, вот зритель, проверь, все хорошо. Все. Очень эффектный фокус с картами. Обязательно ставьте лайки. Я думаю, где-то уже появились все те иконки, которые я вам обещал. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Сейчас буду отвечать на все. И пока.